Всем привет! Это Юрий, система Fudge, мебельные кондукторы. В этом видео расскажу про нашу мега полезную насадку под названием Бабочка 160, которая отлично расширяет возможности наших шаблонов. Почему Бабочка и почему 160? Сейчас мы во всем разберемся. Форма данной насадки каким-то образом напомнила нам бабочку. Наверное, эти поля с множеством регулировочных отверстий представились нам как крылышки этого чудесного насекомого. Ну а 160 это максимальное расстояние в миллиметрах, которое можно выставить с помощью этой насадки. Вот и расшифровали название. Дальше будет интересней. Насадка крепится сверху на шаблоне термит. Сразу уточню один момент. Это может быть любой другой шаблон, не только термит. Взаимозаменяемость всех наших шаблонов и насадок дает ту многогранную универсальность всей системы в целом. Поэтому я пока буду говорить про пример работы с шаблоном термит. А потом в конце ролика с вами посмотрим, с какими еще шаблонами можно применить нашу бабочку. Начнем о назначении насадки. Главное и единственное назначение данной насадки заключается в позиционировании шаблона от торца заготовки. Для позиционирования насадки на шаблоне можно использовать специальные пластиковые кнопки, а также можно использовать наши кондукторные втулки. В первом случае кнопки дадут нам точность позиционирования на шаблоне. Во втором случае, если мало места, то через втулку мы сможем произвести сверление заготовки. Можно комбинировать, фиксировать и кнопками, и втулками. Тут полная свобода действий с вашей стороны. Итак, перейдем к параметрам насадки. Насадка имеет 4 отверстия для фиксации на шаблоне. Межосевое расстояние которых равно 43 мм, равное межосевому расстоянию на шаблоне термит, и имеет шаг равный 32 мм. Эти отверстия имеют ступенчатую форму. Есть сквозное отверстие и выборка с чуть большим диаметром. Сквозной диаметр равен 14 мм, диаметр выборки составляет 16,5 мм. Напомним, что внешний диаметр наших кондукторных втулок равен 15,5 мм. Поэтому резьба кондукторных втулок проходит насквозь, закручивается в шаблон и прижимает насадку. Но так как наружный диаметр втулок не калиброван, рассчитывать на точное позиционирование на насадке не стоит. Внимание! Точное позиционирование данной насадки может дать только установка на шаблон с помощью специальных пластиковых кнопок. Они так и называются кнопки в бабочку. Находятся в соответствующей категории товаров в нашем магазине. Данные кнопки плотно входят в саму насадку и в шаблон. Тем самым точно позиционируют насадку на шаблоне. Советуем применять как минимум 2 кнопки для позиционирования данной насадки. Регулировочные отверстия. Насадка симметрична, поэтому рассмотрим одно из полей с регулировочными отверстиями. Для удобства воспользуемся чертежом с размерами. Минимальное расстояние равно 7 мм. Максимальное расстояние на одном поле равно 117 мм. С учетом межосевого расстояния рабочих отверстий шаблона термит, максимальное расстояние равно 160 мм. Шаг регулировочных отверстий составляет 1 мм. Да, это очевидно из чертежа и маркировки самой насадки. Но проговорить это я должен для того, чтобы вы ничего не пропустили. Регулировочные отверстия разнесены строками по десяткам. В каждом столбце идет нарастание с шагом 10 мм. Вот как пример. 18, 28, 38. Или 12, 22, 32. Или 84, 94, 104. Как видите, все очень просто и удобно. Это сделано для удобства выставления нужного расстояния. А теперь давайте пошагово настроим насадку для работы. Первый шаг. Сначала вкрутим в рабочее отверстие шаблона термит кондукторные втулки, через которые будем сверлить наши заготовки. Если установить сразу насадку и потом вкручивать втулки, то может сложиться такая ситуация, что насадка будет мешать вкрутить втулку там, где нам нужно. Второй шаг. Установим насадку сверху на шаблон термит. Для этого сначала вставим в насадку пластиковые кнопки. И потом с установленными кнопками крепим насадку на шаблон термит как можно ближе к вкрученным ранее втулкам. Чем ближе насадка будет находиться к кондукторным втулкам, тем меньше будет погрешности при сверлении. Третий шаг. С помощью стяжек упора выставим необходимый размер.
Можно выставить сразу несколько вариантов и использовать их по очереди. Стяжка упор на размер 25 поднята, а на размер 43 опущена вниз. Сейчас мы упираемся в дальние упоры. Вот в эти. Теперь мы опускаем ближние упоры. И упираемся в них. Все, шаблон с помощью насадки бабочки настроен на нужное расстояние от торца заготовки и готов к работе. Осталось установить шаблон в нужном месте на заготовке и произвести сверление. Можем сверлить различные корпусные заготовки. Сверлить под различные направляющие, подъемные механизмы типа Авентас, крепление фасадов для булюмовских ящиков. Очень удобно и быстро сверлить под ручки. И многое другое. В заключение ролика рассмотрим различные варианты, с какими еще шаблонами можно применять нашу бабочку. Это с шаблоном термит. Используем две бабочки вдоль торца заготовки. Это также с шаблоном термит, но используем уже одну насадку бабочка, так как нижний упор нам дает перпендикулярное позиционирование от другого торца заготовки. Термиты версии 5.4 и лонг версия не показываем, так как там все идентично с ранее показанными вариантами. Вариант с шаблоном Nano. Из-за его ультратонкой конструкции мы советуем использовать только с двумя бабочками. А также можно использовать еще креативнее с шаблоном Odessa V2.0. Или даже так, с ответными планками для шаблонов термит, которые в принципе предназначены для сверления в торец. Как видите сами, вариантов применения очень много. Здесь уже все зависит от вашей фантазии и поставленных задач, которые надо решить. Данная насадка расширяет возможности каждого нашего шаблона. Кстати говоря, у нас уже появилось две модификации данной насадки. Советуем также с ними ознакомиться и выбрать себе самый оптимальный вариант. Предлагаю подписаться вам на наш канал, чтобы не пропустить другие наши новинки. Мы стараемся дополнять нашу систему новыми шаблонами, чтобы каждый мог выбрать себе подходящий вариант. Поэтому, если у вас есть интересные идеи и предложения, то пишите к нам на почту или в телеграм-канал. Контактная информация расположена на нашем сайте. На этом все. В комментариях пишите, что вы думаете о данной идее. Обратная связь с пользователями наших изделий благоприятно влияет на развитие нашего продукта и всей системы в целом. Всем спасибо за внимание. Пока!